Всем привет, с вами Торичана. Сегодня я покажу вам, как делают маникюр в Токио. Каждый раз, когда я показываю мой маникюр, многие подписчицы мои просто в шоке, у всех одно место подгорает, потому что в Японии немного другая культура маникюра, и технологии, как маникюры здесь делают, отличаются от привычных многим из вас. Поэтому сегодня прошу не критиковать сильно салон, куда я иду, потому что это салон моей очень хорошей подруги, японки из университета. И я буду очень рада позитивным комментариям в ее адрес, потому что она старается, ей 27 лет, и она только-только открыла свой бизнес. Но да, будьте готовы к тому, что японский маникюр может вас сильно удивить. Вот это мой отросший маникюр, делала я его 3 недели назад где-то. А это сам салон. Он находится в центре Токио на Омотесандо. О, саме. Хацкяку кана? Вот такой вот салон красоты, просторный. И здесь Соме взяла себе в аренду место. Вот такое вот, где она делает маникюр. どうですか今日初めて初日プレオープン緊張してる大丈夫なんかいつものサメちゃんじゃない緊張してるねいろいろ不備があるかもしれない。そういや全然大丈夫だよэто все Соме сама придумывала дизайн, сама все это делала. Как это называется на русском? Это чипы на японском. Примеры ногтей. Можно попросить сделать дизайн как на фотографии, которая вам понравилась, или выбрать уже готовый дизайн с витрины. В Японии популярен так называемый нюанс нейлю, нюанс дизайн ногтей. Это когда красят не одним цветом, а добавляют разные блестки, украшения, градиент и так далее. Вначале клиенту дезинфицируют руки. Сегодня я буду делать гель-лак, конечно же. Обычным лаком в Японии уже практически никто покрытия не делает, но думаю, так сейчас во многих странах. В Японии практикуют два способа снятия старого лака. Первый – это классический способ, когда вначале машинкой снимают верхний слой гель-лака, шлифуют ногти пилочкой, на каждый ноготь кладут ватку с ацетоном, заворачивают в фольгу и дают лаку время растаять, после чего полностью снимают размягченный лак. Да, это древний способ, который считается вредным для ногтей, но в Японии используют так называемый параджел лак для нижнего покрытия, который очень легко снимается, не травмируя сами ногти, как говорят. Именно поэтому в Японии до сих пор есть такая практика. Все благодаря магическому параджел лаку. Второй способ снятия гель-лака называется fill-in. Это когда снимают только верхний слой лака, выравнивают и наносят новый лак сверху. Для такого способа можно использовать обычную основу, поэтому он стоит дешевле. В этот раз Соме делает мне fill-in, поэтому после машинки она выравнивает верхний слой пилочкой. Не обращайте внимания на мой ожог на руке, это я камином умудрилась обжечься. Дальше работают над кутикулой. Думаю, все уже заметили две отличительные черты японских салонов. Первое, тут мастера не работают в перчатках. Что вы хотели? Японцы даже суши в перчатках не лепят. Тут считается, что поддержание санитарии и чистоты рабочего места, систематичная уборка и дезинфекция рук – это лучше, чем перчатки, да и работать в них трудно. И второе, в Японии практически везде делают только сухой маникюр и только машинкой. Здесь не поднимают кутикулу вверх, потому что считается, что это плохо для здоровья кожи и ногтей в общем, и практически никогда не используют ножницы для обрезания кутикулы. Поэтому, если вы любите размачивание рук и тщательную обработку кутикулы, то нужно искать специализированный на этом салон или обрабатывать кутикулу самой. Далее обрезают длину и делают ногтям форму. В Японии в основном популярна овальная или квадратная с мягкими углами форма. Насчет длины, для многих профессий здесь есть ограничения. Например, кто работает в сфере обслуживания или в офисе, не может делать слишком длинные ногти и яркий маникюр.
Обычно делают короткую или средней длины аккуратную форму, френч и однотонный цвет. С очень длинными нарощенными ногтями, с камнями и разными украшениями ходят девушки-хостес или других вольных профессий, как дизайнеры, фрилансеры и так далее. Вот такие вот мне ноготочки сделали, оставили гель. これなんて言うんだっけ？フィルイン。フィルイン。フィルイン。これ結構。ここだけ落とした。これ日本で人気なやり方？最近結構人気というかベーシックになり始めてる。いやまあ半々ぐらい。После того, как решили с формы ногтей, наносят нижнее покрытие. Обычное или легко снимающееся покрытие Paragel. С ним стоит дороже примерно на $8-10. После закрепления базы Соме начала работу над дизайном рисунка. Я попросила ее сделать рисунок, похожий на картины с сакурой художника Демьена Херста. В Токио сейчас проходит выставка с его работами, поэтому они меня очень вдохновили. Соме предложила сделать на левой руке рисунок с сакурой, она срисовывает его с фотографий картин, которые я ей показала, а на второй руке Соме делает мне более абстрактный рисунок, похожий на капли красок на холсте, а также вот такой объемный рельеф. Очень популярно в Японии такое. В Японии в основном используют soft gel, мягкий гель японского производства, и главная его особенность в том, что он подходит не только для покрытия, но и для наращивания длины и создания объемного рельефа. Также у японских гель-лаков сильная пигментация, поэтому ими легко создавать яркие дизайны даже с одним слоем лака. В конце ногти покрывают прозрачным слоем гель-лака, можно выбрать потолще слой или потоньше, как вам нравится больше. Я люблю более тонкие ногти, поэтому мне сделали тонкий слой. Затвердевший лак подпиливают, смазывают ногти питательным маслом и готово. Вся процедура у меня заняла где-то 2 часа. Сделать такой арт-нейл дизайн в Японии будет стоить в районе $70-90. Более простой дизайн или один цвет можно сделать за $30-60. Вот такой маникюр мне сделала Соме, получилось очень по-весеннему, с сакурой по мотивам картин, что я ей показала, и мне лично нравится, хоть это и не совсем то, что я обычно делаю с своими ногтями, потому что это очень ярко и пестро для меня, но для весны, думаю, неплохо. Также не все японки всегда делают настолько артистичный дизайн ногтей, потому что, как я сказала ранее, в Японии есть строгие правила на работе, какие ногти можно, какие нельзя, но это хороший пример того, как Япония относится к ногтям и какие дизайны здесь популярны. А здесь популярны вот такие вот, как я сказала ранее, нюанс нейлы, ногти с нюансом. Поэтому, да, необычно, конечно, непривычно, думаю, многим, но это то, что в Японии популярно, и то, как здесь делают ногти. Надеюсь, что вам было интересно это видео, а нравится ли вам японский подход к ногтям. Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!